Друзья мои, всем здравствуйте! Меня зовут Анна, и вы на моем небольшом маленьком канале о вязании. Сегодня я к вам вот с такими замечательными носочками. Посмотрите, какой красивый узор. Ну, я считаю, что он очень даже красивый. На ножке смотрится шикарно. Посмотрите его, да, в расправленном виде, если одеть на ножку на поголенке. Какова предыстория этих носочков? Подобные носочки я видела в Инстаграм и захотелось связать. Но, к сожалению, мастер-класс оказался платным, и я подумала, почему бы мне не связать подобные носочки. И когда я пустилась в поиски узора, я нашла его на ютубе у турецкой мастерицы. У нее много узоров, и она показывает, как их вяжет. К сожалению, схем у нее нет, но по показу, по описанию, которое она рассказывает, да, я составила схемку и вот связала вот такие вот замечательные носочки. Желтые носочки у меня связаны на размер 40. И вторая пара носков у меня связана на размер 38-39. Здесь и есть существенная разница, которую я вам дальше покажу в схеме. Вернее, отличие, да, при вязании большого размера и маленького размера. Итак, девочки, кому интересны эти носочки, кто желает связать для себя и своих близких, остаемся со мной. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки и включать уведомления, чтобы не пропустить новые видео. Итак, а сейчас переходим к инструментам, материалам и обратимся к схеме. Поехали! Вязать я буду вот из такой пряжи. Это обычная носочная Ализе. Ализе Супер Вош. В 100 граммах 420 метров. Изначально базовый цвет этой пряжи у меня был белый. Но так как я немножко обращаюсь к окрашиванию пряжи, я покрасила ее вот в такой замечательный, красивый сиреневый цвет. Итак, пряжа у меня 100 грамм в моточке. Также нам будет необходимо спицы. Спицы я использую меньшего размера, чем обычно мы вяжем носочки. Обычно мы вяжем носки спицами номер 2, 2,5, либо 3. Но так как у нас в узоре большое количество будет петель, поэтому используем спицы меньшего размера. Для манжеты я использую спицы номер 2 с длиной лески 80 сантиметров. И для основного полотна спицы номер 2,25, также с длиной 80 сантиметров. И как вы уже догадались, я буду вязать методом Magic Loop. Также вы можете использовать чулочные спицы. Далее нам необходим, конечно, будет еще счетчик рядов и, конечно же, маркер, да, для обозначения начала ряда. Так, ну а сейчас переходим с вами к схеме. Я зарисовала схему на 3 размера. Размер S это у нас 36-37 размер ноги, размер M 38-39 и размер L 40-41. В чем же у нас разница? Да? Узор у нас состоит из двух элементов. Это ромбик, который мы вывязываем из одной скрещенной лицевой петли. Вот она, скрещенная лицевая петли, которая у нас идет от манжеты. И затем из нее мы вывязываем ромбик, затем убавляем петельки и опять возвращаемся к одной скрещенной лицевой петле. И второй элемент это вот такая косичка. Вот она, коса. Я ее называю бочонок, да, она мне напоминает чем-то бочечку или мячик, ну что-то вот в этом роде. Вот эти два основных элемента мы с вами будем вязать. Узор не сложный, совершенно не сложный. Здесь вам главное уметь вязать изнаночные петли, лицевые скрещенные, делать накиды, провязывать 2 петли вместе с наклоном влево, 2 петли вместе с наклоном вправо и провязывать 3 петли лицевой. Здесь я делаю протяжку, чтобы наша петелька аккуратненько смотрелась. Вот посмотрите, как она будет выглядеть, да? Вот посередке, видите, петля? Вот такая петелька, это называется протяжка.
Я покажу, как это делается для тех, кто не знает. И еще один интересный элемент – это вот вытягивание петли. Его мы будем делать в 9 ряду. А все остальные ряды во втором элементе в бочоночке у нас все одинаковые. Итак, вот она у нас петля. Вот вытянутая петля. Здесь мы не обвиваем, а просто вытягиваем петлю. Также я вам покажу, как вяжется этот элемент. Так, и по размерам. За счет чего у нас достигается, вернее, начнем с того, что любые узоры из скрещенных петель, либо косы, они всегда стягивают полотно. Но за счет того, что мы с вами вывязываем вот этот ромбик, у нас полотно не стягивается, а даже очень хорошо, вот видите, тянется. Особенно вот для, если это широкая голень, полная ножка. Так что здесь я думаю, что именно вот в этом моменте вам это понравится. Так, разница в ширине раппорта у нас размер S 14 петель, а в размере M и в размере L мы будем набирать по 15 петель раппорта. В чем у нас разница? Обратите внимание вот на эту косичку, да, второй элемент. В размере M и L у нас с вами 2 центральные скрещенные лицевые, а в размере S у нас всего лишь 1. И за счет этого в размере S мы набираем всего 14 петель. В двух других размерах у нас по 15 петель. Это первое отличие. Второе отличие – это вывязывание вот этого ромбика. В размере S и в размере M у нас идет расширение ромба на 6 петель. То есть мы от скрещенной лицевой слева и справа в каждом нечетном ряду, в 3 рядах, да, это будет у нас 1, 3 и 5, делаем накиды. То есть у нас идет расширение на 6 петель в размере S и в размере M. А вот в размере L расширение у нас составляет 8 петель. То есть мы будем делать 4 раза накиды справа и слева по ромбу. Вот еще одно отличие. Поэтому вот в размере L расширение идет больше. И поэтому вот для полненькой ножки это будет очень даже идеально. Вот как раз вот этот носочек связан именно с расширением вот 8 петель. Так, вот этот носочек у меня здесь расширение идет на 6 петель. Вот. Так, девочки, ну, думаю, что со схемой все будет вам понятно. Если что, пишите в комментариях. Ссылочку на схему я вам оставлю. И еще хочу сказать, что так как схема легкая, я не буду вместе с вами порядно вязать. Просто покажу некоторые элементы, да, допустим, как провязывается 2 петли с наклоном влево и с наклоном вправо. 3 петли вместе и вот этот элемент вытянутая петля. А далее вы сами уже будете вязать по схеме узора. Схемы я вам оставлю все. Скачивайте, смотрите и вяжите. По началу вязания для размера S мы набираем 70 петель плюс 1 петлю для замыкания в круг, то есть 71 петля. Для размера M и L мы набираем 75 петель плюс 1 петлю для замыкания в круг. Итак, каким образом мы вяжем? Здесь все очень легко. Итак, манжету, смотрите, мы начинаем вот с этого момента. Начинаем со скрещенной петли, с центральной скрещенной. Центральная, 2 изнаночных, 2 скрещенных лицевых, 2 изнаночных, скрещенная лицевая, 2 изнаночных, 2 скрещенных лицевых и 2 изнаночных. Да, кому удобно изнаночные вязать, начинать с изнаночных, пожалуйста, вяжите. Но мне удобно начинать более с лицевой скрещенной петли. Итак, вот я вам здесь зарисовала. По размеру M и L мы вяжем практически все то же самое, только в центре добавляем еще одну скрещенную лицевую. И у нас начинается ряд со скрещенной лицевой.
2 изнаночных, 2 скрещенных лицевых, 2 изнаночных, 2 скрещенных лицевых, 2 изнаночных, 2 скрещенных лицевых, 2 изнаночных. Опять же, кому удобно вот эти изнаночные провязывать спереди, вяжите спереди. Мне удобно начинать со скрещенной лицевой. Итак, девчата, приступаем к вязанию. Итак, обычным способом на спицу номер 2 набираем необходимое количество петель. Для размера S это будет 71 петля, 70 петель основных и 1 для замыкания в круг. Для размеров M и L это 76 петель, 75 основных петель и 1 петля для замыкания в круг. Сейчас мы с вами должны перегнуть леску. Каким образом? Мы сразу по ходу распределим петли на заднюю часть и на переднюю часть носка. Итак, от начала ряда, или как от наборного края, скажем, отсчитываем. Для размера S это 31 петля, для размера M и L это 33 петли. Отсчитываем справа налево и перегибаем леску. Итак, перегнули леску. Теперь распределяем спицы следующим образом. Вот здесь, где у нас кончики, конец наборного края, мы переворачиваем таким образом. Итак, вторая спица у нас сзади и первая спица спереди. Я начинаю вязать с задней стороны носочка. Так, двигаем петли по спице ближе к кончику. И теперь нам необходимо, девчата, замкнуть вязание в круг. По кончикам конец от наборного края оставляем справа, а основную рабочую нить заводим влево. Все, и только после этого мы будем с вами замыкать вязание в круг. Итак, вот эта петелька, которая у нас на второй спице, самая последняя, мы ее набирали для замыкания в круг, мы ее снимаем и аккуратненько переносим на первую спицу. Все, хвостик придерживаем. Так, вытягиваем спицу вторую и замыкаем вязание в круг. Так, хвостик обязательно придерживайте, девочки. Итак, вот у нас петля, которую мы пересняли. И следующая петля — это петля наборного края, самая первая. Мы вводим спицу под петлю или в петлю, да, которую пересняли, и подхватываем стенку петли самой первой петельки. Подхватили и как бы ее вытягиваем. Так, ниточка вот расслаивается, уже минус ализе. Так, подхватываю. Аккуратненько, вот она. И вместе их снимаю. Так, вот видите, расслаивается, как она. Так, все вытянули. И одеваем ее обратно на первую спицу. Кончики подтянули. И теперь начинаем вязать нашу манжету. Каждый размер по своей схеме. У меня размер М. Первая скрещенная лицевая. Я ее провязываю за заднюю стенку, то есть за левую. Затем 2 изнаночных. Первые ряды всегда неудобно вязать. Затем у меня идет второй элемент, это вот эта коса. У меня это 10 петель, 2 скрещенных лицевых, 2 изнаночных, 2 скрещенных лицевых, 2 изнаночных, 2 скрещенных лицевых, вот они 10 петель этого элемента, и последние 2 изнаночных.
Все, 15 петель. Раппорт узора у меня провязан. Далее я вяжу до конца ряда, повторяя данный раппорт узора. И в последующие ряды манжеты я провязываю таким же образом. Здесь по высоте смотрите сами. Я обычно вяжу 14 рядов в высоту манжеты. Вы как вам будет удобно. Кто-то провяжет меньше, любит поменьше манжету, кто-то любит подлиннее. Здесь уже на ваше усмотрение. Итак, вяжем полностью манжету и затем встречаемся. Так, заканчиваю я вязать 14 ряд манжеты. Провязываю последние 2 скрещенных лицевых. И, девочки, вот последние 2 изнаночных петли мы перекидываем на первую спицу. Все, перекинули. Закончили вязать манжету, перекинули петлю, 2 петли изнаночных, и у нас получается, смотрите, у нас ряд начинается с 2 изнаночных, да, то есть не ряд, а задняя часть, 2 изнаночных в начале и 2 изнаночных петли в конце. Итого у меня стало 35 петель. Для размера S это будет 31 плюс 2, 33 петли. А для размера M и L это будет 35 петель. Сейчас я перехожу на спицы большего размера. Это у меня 2,25. И приступаю к вывязыванию узора. То есть начинаю вязать поголенок. Так, маркер. Первый ряд. И начинаем вязать по схеме узора. 2 изнаночных. Затем у нас идет накид, скрещенная лицевая, накид, 2 изнаночных. И затем я вяжу 10 петель косы. 2, 4, 6, 8, 10. Да, вот 10 петель косы. Это у нас есть раппорт узора. В размере S это будет 9 петель. Итак, вяжем до конца ряда. То есть вот ромб мы начинаем формировать с помощью накидов. И 10 моих в размере M, 10 петель нашей косы. Второй ряд узора. Первые 2 изнаночные провязываем. Накид провязываем лицевой петлей. Следующую скрещенную петлю провязываем изнаночной. И все последующие ряды мы между крайними петлями, которые будем провязывать накиды, будем в серединке вязать все изнаночные. И накид провязываем лицевой. 2 изнаночных. И далее наши неизменные 10 петель нашей косы. Для размера S это будет 9 петель. Итак, вяжем до конца ряда. И далее, девочки, вяжем последующие все ряды. Вот последнюю прибавочку мы делаем для размера M и S в 5-м ряду в виде накида. В 6-м провязываем лицевой. А для размера L мы последний накид делаем аж в 7-м ряду и в 8-м провязываем лицевой. Так, для размера S и L, S и M, 7-й и 8-й ряд мы провязываем над лицевой просто скрещенные лицевые петли. И в 9-м ряду мы с вами уже встретимся. Будем делать убавочки по ромбу и вытягивать петлю. Итак, девочки, 9-й ряд. В 9-м ряду начинаем делать убавочки справа и слева по ромбу. И делаем не обвитие, а вытягиваем петлю вот на 2-м нашем элементе. Итак, первые 2 изнаночных петли. Первая, вторая. Далее 2 петли ромба провязываем вместе с наклоном влево. Я вяжу протяжкой. Первую петлю снимаю,
вторую провязываю и протягиваю через снятую петлю. Далее 3 изнаночных, 1, 2, 3, и 2 крайних петли ромба также провязываю вместе с наклоном вправо. Для этого я изнаночную петлю разворачиваю правой стеночкой к себе и провязываю 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Далее 2 изнаночных. Так вот, видите, как ализе немножко расслаивается, немножко неудобно вязать. Далее в размере S это 9 петель, в размере M и L 10 петель. 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых. Что мы делаем? Нам необходимо вытянуть петлю. Вводим спицу между последней лицевой скрещенной и изнаночной петлей и вытягиваем рабочую нить. Вытягиваем вот такую петлю, накидываем ее на рабочую спицу и провязываем ее вместе с первой петлей. Аккуратненько. Так, подхватила, провязала, чуть-чуть вот так вот подтягиваем петлю, ниточку, чтобы петля у нас маленько подтянулась. И дальше вяжем, как они у нас лежат. Скрещенная лицевая, 2 изнаночных, скрещенные 2 лицевых, в размере S это будет 1 лицевая, скрещенная лицевая, 2 изнаночных и 2 скрещенных лицевых. Все. Вот мы с вами вытянули петлю. Такой интересный элемент. Далее продолжаем до конца ряда. Итак, девочки, 10-й ряд. 2 изнаночных первых. Затем петлю, которую мы провязали 2 вместе лицевой с наклоном влево, мы ее провязываем скрещенной лицевой. Далее 3 изнаночных. Это в размере 3 изнаночных будет в размере S и в размере M. И последняя петля ромбика у нас, которую мы провязали 2 петли вместе лицевой, мы ее провязываем скрещенной лицевой. Ну а дальше вяжем так, как лежат у нас петли. 2 изнаночных и второй наш элемент, как лежат петли. 2 скрещенных лицевых, 2 изнаночных, 2 скрещенных лицевых, 2 изнаночных, 2 скрещенных лицевых. И так далее до конца ряда. В 11 ряду практически делаем все то же самое. Итак, 2 первые изнаночные. Далее 2 петли вместе с наклоном влево. То есть мы с вами формируем ромбик, да, делаем убавочки. 1 изнаночная, 2 петли вместе с наклоном вправо. Для этого изнаночную разворачиваем правой стеночкой к себе и провязываем их вместе. Все, 2 изнаночных. И второй элемент вяжем так, как лежат у нас петли. Скрещенные лицевые скрещенными лицевыми, изнаночные вяжем изнаночными. И так до конца ряда. Теперь смотрите, для размеров S и M вот такие убавочки мы делаем в 9, в 11 ряду. И в 13 мы сейчас будем ряду с вами делать, провязывать 3 петли, центральные 3 петли ромба вместе лицевой. А для размера L вот мы делаем убавочки в 9, в 11 и еще в 13. И вот эти 3 петельки центральные вместе мы в размере L провязываем только в 15 ряду. Итак, в 12 ряду, в следующем, девочки, желательно, если вы провяжете вот эту центральную петлю в ромбе классической петлей,
да, то есть не бабушкиной, а классической. Тогда нам будет удобнее в следующем ряду провязывать эти 3 петли вместе лицевой, чтобы нам не разворачивать петельки. Ну, смотрите, здесь как вам удобно. Я обычно сразу провязываю в 12 ряду классической петлей центральную изнаночную петлю. Итак, вяжем, встречаемся в 13 ряду. Девочки, 13 ряд сделала чуть-чуть поближе, чтобы вам было понятно. Итак, я делаю протяжку 3 петель. Вернее, 3 петли провязываю вместе протяжкой. Мне кажется, это будет смотреться более эстетично, нежели мы сразу эти 3 петли просто провяжем лицевой. Итак, поехали. Первые 2 изнаночных у нас. Теперь 3 петли ромба, вот они, мы должны провязать вместе лицевой петлей. Можно, конечно же, провязать вот так все 3, провязать вот так лицевой петлей, да, но я все-таки думаю сделать протяжку, потому что все-таки будет смотреться более лучше, эстетичнее и красиво. Итак, что мы делаем? Первые 2 петли, вот эти, мы снизу их снимаем на правую спицу как лицевую. Третью петлю провязываем и аккуратненько протягиваем через снятые петли. Протянули. И вот посмотрите, у нас в середке получилась вот такая вот петелька. Вот, видите, такой вот получается такая вот пирамидка. Красивая пирамидка. И дальше 2 изнаночных. И следующий, второй элемент нашего узора вяжем так же, как лежат петли. И так вяжем до конца ряда, повторяя данный ряд раппорта узора. Это у нас 13 ряд. В 14 ряду вяжем все петли так, как они у нас лежат. Только центральную вот эту петельку ромба мы провязываем скрещенной лицевой. И аналогично также провязываем и 15 и 16 ряд. Это для размеров S и M. Для размера L, размер L в 13 ряду еще делает убавочку, затем провязывает 14 ряд и только в 15 ряду делает протяжку, то есть 3 петли провязывает вместе, и в 16 ряду провязывает эту петельку, получившуюся скрещенной лицевой петлей. Итак, девчата, вяжем все 16 рядов нашего раппорта, вернее, заканчиваем вязать 16 рядом нашего раппорта и посмотрим, что у нас получилось. Ну вот, девочки, отвязали мы 16 рядов, закончили вязать раппорт нашего узора. Вот так у нас получается. Ну, такой более ясной картины пока нет, да. Вот когда мы свяжем 2-3 раппорта, ну, там уже будет картиночка совсем другая. Итак, далее вяжем, девчата, с вами поголенок на необходимую вам высоту. У меня это 3 раппорта. Провязано 3 раппорта и обязательно заканчиваем 16 рядом. Обязательно. Ну, здесь можете либо 2 раппорта, если кто хочет коротенький поголенок, либо 3, вот как у меня. Можно 4, кто хочет подлиннее поголенок. Ну, это все на ваш выбор. Итак, девочки, вяжем поголенок необходимой вам длины. Вот видите, у меня по 3 раппорта. И дальше с вами будем переходить к вывязыванию стенки пятки. Ну вот, девчата, отвязали поголеночек на необходимую нам высоту. У меня это 3 раппорта отвязано. Ну вот, видите, здесь уже маленько другой вид, да, другая картинка. Сейчас приступаем к вывязыванию стенки пятки. Значит, смотрим. Как я и говорила ранее, мы начинаем вязать от начала вязания, да, с маркера начала ряда. Мы сразу распределили петли на заднюю и переднюю части носка. Итак, вот на задней части, на петлях, вернее, задней части мы и будем вязать стенку пятки. У меня на спицах сейчас 35
петель. В размере S это 33 петли и также в размере L 35 петель. Для размера S и M мы оставляем это же количество петель на спицах для вывязывания стенки пятки. А для размера L мы первую петлю, вот она первая петля изнаночная, и последняя петля мы должны переместить на внешнюю сторону носка. Итак, провязываем первую петлю изнаночной и перебрасываем ее на вторую спицу. И здесь мы просто вот здесь вот перекидываем. Здесь можете сразу вот здесь вот леску перегнуть и петлю перенести на внешнюю сторону. И у вас останется 33 петли. Но когда вы начнете вязать, итак, внимание, я говорю для размера L. Когда вы начнете вязать стеночку пятки, вот после первой, либо после второй, смотрите здесь, как вам удобно, как вы будете вязать первую и последнюю петли. Вы должны провязать из протяжки дополнительную петлю в начале ряда, вернее, в начале спицы и в конце спицы. Так, я вяжу для размера М. У меня остается такое же количество петель. Смотрите, здесь вы можете вязать по-своему. Допустим, обычно мы первую петлю снимаем, последнюю провязываем изнаночной, да? Но я вяжу следующим образом. Я в лицевом ряду первые 2 петли провязываю лицевыми петлями. Первые 2 петли. Затем вяжу следующим образом. Снимаю петлю, лицевая. Снимаю, лицевая. Снимаю, лицевая. И так до конца спицы, не довязывая последние 2 петли. Итак, вот у меня осталось последние 2 петельки. Это для размера S и M. Для размера L мы последнюю петлю переснимаем. То есть у нас должна остаться одна изнаночная в начале и одна изнаночная в конце. Итак, у меня осталось 2 петли, и я их провязываю лицевыми петлями. Разворачиваю вязание. И по изнаночному ряду. В изнаночном ряду я первые 2 и последние 2 просто снимаю, а остальные петли провязываю изнаночными. Итак, вот первые 2 петли я сняла. Остальные петли между 2 начальными и 2 конечными я провязываю изнаночными петлями. Так, вот у меня осталось последние 2 петли. Завожу нить перед работой и просто петли снимаю. Все. Далее разворачиваю вязание. И перехожу снова к лицевой стороне. И по лицевой стороне первые 2 провязываю лицевыми. Далее лицевая снять, вернее снять лицевая. И последние 2 тоже провязываю лицевыми петлями. Разворачиваюсь на изнаночную сторону. Первые 2 снимаю. Далее все петли изнаночные. И последние 2 я также просто снимаю. То есть, по сути, я вот здесь по краю вывязываю шнур I-cord на 2 петли, из которого я потом буду поднимать по краю стенки пятки петли. Итак, вяжем стеночку пятки на необходимую высоту. Для размера S это будет 34 ряда, а для размера M и L это будет 36 рядов. Смотрите, если вам нужно еще дополнительно, можете еще дополнительно отвязать на определенную высоту, но обычно это плюс 2 либо 4 ряда, да, чтобы была и лицевая, и изнаночная сторона. Итак, вяжем стеночку пятки. Итак, девочки, закончили вывязывать стеночку пятки. Для размера S это 34 ряда, для размеров M и L это 36 рядов. Далее переходим к вывязыванию
чашки пятки. Чашку пятки я буду вязать, вернее, я вяжу. Вот пяточка подкова. Вот так вот она у меня выглядит, да, сильно ярко. Желтая, сильно ярко. Так, я останавливаться не буду на чашке пятки. У меня есть отдельное видео. Я вам подсказочку оставляю. Также ссылочку оставлю в описании под видео. Вяжем чашечку пятки и дальше встречаемся. Итак, отвязали чашку пятки, то есть сформировали, мы говорим, да? Вот такая вот чашечка у нас получается красивая. Так, теперь делим петли, которые у нас находятся на спице, на 2 части. Но так как у нас нечетное количество петель, в размере S это будет 19 петель, а в размере M и L это 21 петля. Сначала я провязываю 11 петель, затем провязываю 10 петель. И теперь приступаем к подъему петель по краю стенки пятки. Вот из этой косички, которая у меня есть, да, сформировалась, я буду поднимать 18 петель. Для размера М и L это 18 петель, для размера S 17 петель. Каким образом я поднимаю? Я подхватываю, вот у меня первая петелька, вот она, подхватываю обе дольки петли и провязываю через них провязываю петлю. Все, первая петля готова. Следующая петелька, вот она, подхватила, провязала и так далее до конца ряда. Я поднимаю 18 петель. Подняла 18 петель, и сейчас я подниму еще 2 петельки дополнительно, дабы не минимизировать дырочку вот при переходе от нижней к верхней части носка. Итак, здесь у меня есть еще возможность из стеночки пятки 1 петлю провязать. И дальше я подниму еще 1 петлю с помощью крючка. Так, девочки, смотрите, вот здесь изнаночная петля у нас ушла в кромочную петлю. Вот я ввожу крючок в эту петельку и на обратной стороне подхватываю близлежащую дужку петли и вытягиваю через эти 2 петли рабочую нить, то есть делаю петельку, да, и одеваю ее на спицу. Все, вот, видите, и у меня здесь получается более плотно, если я вот через 2, и не будет такой дырочки. Дальше переходим на внешнюю сторону нашего носочка. Внешнюю сторону будем вязать по узору. Это у нас будет с вами первый ряд. Отсчет с первого ряда начинаем. И смотрите, здесь для всех размеров мы вот из этой протяжки провязываем 1 изнаночную петлю. Поднимаем протяжку, одеваем на спицу и провязываем ее изнаночной петлей. Аккуратненько. Все, провязали. То есть у нас сейчас будет ряд внешняя сторона носка будет начинаться с 1 изнаночной. И также мы здесь вот в конце поднимем из протяжки еще 1 изнаночную провяжем. И будет заканчиваться тоже 1 изнаночной. Дальше вяжем по узору, по схеме узора, начиная с первого ряда. Так, девочки, вот я провязала узор и дошла до конца, да, по внешней стороне. Теперь поднимаю протяжку, вот она, на спицу и провязываю ее изнаночной петлей. То есть у меня было 40 петель, на 2 петельки прибавилось. Теперь у меня 42
петли. В размере S это будет 39 петель, а в размере L это будет 44 петли. Так, переходим на стенку пятки и поднимаем петли. Также поднимаем сначала 2 дополнительных петли с помощью крючка, поднимаем. Вот здесь можно взять. Так, здесь надо посмотреть сначала. Да, вот здесь у нас будет, вот здесь между петельками можно. Сначала одну поднимаем, первую из изнаночной петли, подхватываем дужку по изнаночной стороне. Вот подняли одну петельку, одеваем на спицу, раз, и вторую петлю. В принципе, вы можете этого не делать, поднимайте так, как вам удобно. Но вот я всегда поднимаю плюс 2 дополнительные петельки. И вот здесь поднимаем из стеночки пятки и из крайней петли. Я еще одну поднимаю, дабы минимизировать эти дырочки. Все. Дальше я поднимаю по краю стенки пятки из косички 18 петель. Так, где моя? И поехали. Раз, два, 3, 4 и так далее. Для своего размера я поднимаю 18 петель. Для размера S это 17, для размера L также 18 петель. Если у вас будет 17 петель, здесь не страшно. Я говорю для размера M и L, потому что у нас всегда на одной стороне, вот здесь вот, по косичке, на одну петельку меньше. Но не забывайте, у нас вот здесь вот на одну петлю больше. Все. Так, девочки, подняла я нужное мне количество петель. Теперь провязываю петли до маркера начала ряда. Провязываю все петельки. Так, провязала до маркера начала ряда. Следующий, второй ряд у нас уже будет. Второй ряд по подошве я вяжу все петли лицевые по внешней части нашего носочка, да, я вяжу по схеме узора. Так, девчата, провязали второй ряд. Переходим к третьему ряду. С третьего ряда мы начнем формировать клин подъема. Итак, вот клин подъема. Формируем клин подъема, убавляя петли. Петли убавляем в каждом втором ряду. То есть в каждом нечетном ряду мы убавляем петли в начале спицы и в конце спицы. И в каждом четном ряду, в следующем четном ряду, провязываем все петли лицевыми. То есть делаем убавочки через ряд. В начале спицы провязываем следующим образом. Первую провязываем лицевую, затем 2 петли вместе с наклоном влево. И в конце спицы провязываем все петли спицы, не довязывая 3 петли. Первые 2 провязываем вместе с наклоном вправо, затем лицевая. И так вяжем, пока не достигнем необходимое количество петель. Итак, вяжем петли спицы. Третий ряд у нас начался, не довязывая 3 петель. Итак, осталось у нас 3 петли на спице. Первые 2 петли провязываем вместе с наклоном вправо, затем лицевая петля. Разворачиваем вязание на внешнюю сторону и внешнюю сторону вяжем по рисунку. Вернее, по схеме узора. Не по рисунку, а по схеме узора.
Так, провязали внешнюю сторону, перешли к следующей убавке. В начале спицы первую провязываем лицевой петлей, петельки подтягиваем крайние, а вторую и третью провязываем вместе. Я вяжу протяжкой. Вы можете просто развернуть петельки, вот 2 петли, развернуть их и провязать вот так вот вместе. Так, все, убавочку сделали. Дальше до маркера начала ряда вяжем все петли лицевыми. Итак, закончили 3-й ряд, перешли на 4-й ряд. В 4-м ряду по подошве мы вяжем все петли лицевыми, а по внешней стороне носка вяжем по схеме узора. И так далее. Формируем клин подъема, делая убавочки по подошве в начале спицы и в конце спицы в каждом нечетном ряду, то есть через ряд. Итак, девочки, убавляем петли до тех пор, пока у нас на спицах общее количество петель будет следующее. Для размера S это должно быть 70 петель, для размера M 72 петли и для размера L 74 петли. Итак, не забывайте, вот оно ваше определенное количество петель. У меня это 42 петли. То есть мне нужно 72 петли. То есть мне надо, чтобы по подошве у меня было всего лишь 30 петель. Да, то есть на одной спице 15 и на другой спице 15. Также вы и считаете по своим размерам. Итак, вяжем дальше, формируя клин подъема. После того, как сформировали клин подъема, далее вяжем стопу на необходимую вам длину. И останавливаемся с вами вот в этом месте, когда у нас полотно не закроет мизинчик. Но обязательно, девочки, нужно остановиться на 16 ряду для размера L, чтобы у нас формировался вот этот ромбик, да, и мы вышли на одну скрещенную лицевую. Либо для размера S и M это будет 14, 15, либо 16 ряд. Смотрите, если вам не будет хватать до закрытия мизинчика, можно дополнительно провязать еще 16 ряд несколько рядов. Ну, это смотрите на ваше усмотрение, либо можете провязать просто лицевыми петлями по кругу. Но я думаю все-таки, что 16 ряд лучше повторить несколько раз. Итак, вяжем с вами до мыска необходимую длину и дальше встретимся. Итак, отвязала я необходимую длину своей стопы. Вот, длина готова у меня. Сформировала клин подъема. И в длину у меня получилось 4 раппорта, да, от пяточки я считаю 4 раппорта. И здесь, как я вам и говорила, вот здесь я дополнительно провязала еще 6 рядов по 16 ряду. Так, теперь я перехожу к формированию мыска. Но смотрите, у нас с вами на нижней и на верхней части разное количество петель. На нижней части меньше, на верхней части больше. Теперь нам надо с вами, чтобы формировать мысок, урегулировать количество петель по нижней и по верхней части. Что мы для этого делаем? Итак, с верхней части вот эти изнаночные петли, которые у нас начинается верхняя часть первая в начале и в конце ряда, мы их с вами перекинем на нижнюю часть. В размере S и M это будет 2 петли, одна в начале и одна вот здесь в конце. А в размере L это будет 4 петли, то есть 2 в начале и 2 в конце. Можно перекинуть сразу, вот здесь вот перегнуть леску, да, либо в процессе вязания вот этого вспомогательного ряда. Итак, я провязываю ряд вспомогательный, сразу перекину петли и вяжу этот ряд лицевыми петлями. Итак, от маркера начала ряда провязываю все петли лицевые по нижней части, разворачиваю вязание, и вот эту изнаночную петлю
первую, я провязываю лицевой и скидываю ее на нижнюю часть. Все, остальные все петли я провязываю лицевыми до последней изнаночной петли. Так вот, провязала петли все лицевыми, осталась последняя изнаночная, да, в размере L это будет 2 изнаночных. Я ее просто перекидываю на нижнюю часть. Все, разворачиваю вязание и перехожу на нижнюю часть стопы. Также до маркера начала ряда провязываю все петли лицевыми. Итак, довязала до маркера начала ряда. Теперь смотрите, девчата, мы можем перенести маркер начала ряда левее, да, то есть на самый левый край, чтобы нам уже было более лучше ориентироваться. В принципе, если кому без разницы, может оставить здесь. Я обычно тоже оставляю в серединке, меня это как-то не очень напрягает. Но так как иногда бывают вопросы, да, давайте перенесем, чтобы было удобно. Итак, довязала я петельки. Все, перенесла маркер начала ряда. Теперь у нас ряд начинается с внешней стороны. И здесь мы делаем следующее. Чтобы уравновесить нам количество петель по верхней части и по нижней части, мы сначала сделаем убавочки по верхней части. Делать убавки будем в начале ряда, так же как и при формировании клина подъема 1 лицевая, 2 петли вместе с наклоном влево. И в конце спицы не довязываем 3 петли, 2 петли вместе с наклоном вправо и 1 лицевая. Итак, сколько же раз мы должны сделать такие убавочки? Для размера S мы делаем 2 раза через ряд, то есть у нас будет 4 ряда, да? Мы должны убавить 4 петли. Для размера M мы делаем 4 раза через ряд, это будет 8 рядов, и мы убавим 8 петель. И для размера L это будет 3 раза через ряд, мы убавим с вами 6 петель, то есть у нас будет 6 рядов. Итого у нас с вами будет количество петель одинаковое, такое же, как и на нижней части. Итак, делаем убавочки по верхней части. Первую провязываю лицевую, следующие 2 вместе провязываю с наклоном влево. Дальше все петли по верхней части провязываем лицевыми петлями, не довязывая 3 петли. Итак, 3 петельки у нас осталось, 2 петли подхватываем, провязываем вместе с наклоном вправо, 1 лицевая. Все, переходим на нижнюю часть стопы и по нижней части провязываем все петли лицевыми. Все петли до маркера начала ряда провязываем лицевыми петлями. Следующий ряд у нас будет без убавок, так как мы делаем через ряд убавочки. Итак, делаем необходимое количество убавок. Так, девочки, вот уравновесила я теперь количество петель, сделав убавки только по верхней части. Теперь у меня на верхней и на нижней части по 32 петли. Далее я формирую мысок, делая убавки по обеим частям, то есть по верхней в начале и в конце спицы части, да, и по нижней части в начале и в конце спицы. По количеству убавок, сколько нужно для каждого размера, я вам выведу на экран. Вот, в принципе, вы можете ориентироваться, если хотите, можете отредактировать количество убавок под себя. Итак, формируем дальше мысок и дальше с вами встретимся. Итак, девчата, закончили формировать мысок. Вот получился у меня такой мысок. Я уже примерила. Прям вот, ну, идеально сидит на ножке. Так, девочки, смотрите. Теперь у меня осталось на каждой из спиц по внешней стороне и по нижней части по 10 петель. Для размера S это 9 петель. И для размера L
12 петель. Но это если в том случае, если вы вязали, вернее, формировали мысок по моим расчетам, да, по убавкам. Так, теперь обрезаем ниточку, вдеваем в иголочку и переходим с вами к сшиванию петель. Сшивать будем методом петля в петлю. Так, девчата, немножко приблизила, чтобы удобно, да, было смотреть. Итак, каким образом я сшиваю? Ввожу иголочку в первую петлю. Работаем сначала с 2 петлями первой спицы, затем с 2 петлями второй спицы. Итак, первая спица, первая петелька, иголочку ввожу от себя, снимаю петлю и на себя. Перехожу ко второй спице. Здесь наоборот, на себя, снимаю петлю и следующая петелька от себя. Подтягиваю. Перехожу к петлям первой спицы. От себя снимаю, на себя. Подтягиваю. Ко второй спице. На себя, от себя. И подтягиваю. Обязательно подтягивайте, чтобы петельки не были слабыми. Итак, от себя, на себя. На себя, от себя. Подтянули. Итак, сшиваем до конца ряда. Попарно берем петельки. Остались последние петли. От себя, на себя. Последние петельки уже немножко неудобно. Спицы из рук выскакивают. Ну, аккуратненько. Так, подтянули. И последняя петля от себя и петля на второй спице на себя. Все. Да, вот эта петелька немножко вытягивается, но потом она подтянется. Итак, вот у нас что получается, да? Так, теперь смотрите, девочки, иголочку выводим на изнаночную сторону, вот в эту петлю. Так, сейчас я сразу покажу. Вот видите, все. И вот в эту петельку, вот в эту петлю выводим иголочку на изнаночную сторону. Все, по изнаночной стороне закрепляем. Я обычно закрепляю вот сюда вот. Если ниточка длинная, довожу ее даже вот сюда до косички и в косичку прячу здесь по одной стороне вдушки и по другой стороне вдушки. Затем обрезаю и все. Так, все, спрятала я ниточку. Вот, смотрите, видите, как получилось. Очень даже, да, аккуратненько. Постирается еще, петелечки разгладятся, распрямятся и будет все вообще супер красота. Так, также в манжете прячем кончик. Я опять же прячу также вот сюда, на изнаночную сторону. Ввожу вот сюда вот иголочку, вот по этой стороне прокладываю себя путь, да, вот здесь вот вдушки петли, и по другой стороне вдушки петли. Обрезаю все, и ниточка, ее даже незаметно. Так, ну все, девочки, сейчас проводим влажно-тепловую обработку. Давайте я сейчас проведу влажно-тепловую обработку, посушу и вернусь к вам и посмотрим, как выглядит носочек после влажно-тепловой обработки.
Итак, девочки, смотрим, что получается. Носочек показываю еще на блокаторе, так как он немножко влажный. Я его снимать не буду, чтобы он высох именно на блокаторе и принял свою нужную форму. Ну все, на этом я заканчиваю свой мастер-класс. Вяжите, обязательно делитесь своими работами. Хэштег я вам оставляю для тех, кто размещает свои посты в Инстаграм. Радуйте себя и своих близких вот такой красотой. Дружных вам спиц, ровных петелек. На этом все. Пока-пока. До новых встреч.